Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 2 июлю. Поговорим о том, что это за день Святого Зосима или Зосима Пчельника. Также поговорим о том, как сделать так, чтобы ваша семья никогда не распалась, супруги никогда не ссорились, а также почему именно в этот день, 2 июля, нужно попросить о благополучии, богатстве и семейной гармонии у Святого Зосима. И также именно 2 июля проведите особую практику, чтобы у вас всегда водились деньги. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы желаете мира, любви, гармонии, благополучия. Пусть также они знают эту информацию и воспользуются во благо. Итак, друзья, 2 июля, и сегодня церковь отмечает День Святого Зосима. В этот день особо почитают пчел и семейный очаг. И народные приметы, традиции на 2 июля подскажут нам, как сделать так, чтобы семья никогда не ссорилась, не распалась, а супруги перестали ссориться. Также в этот день, 2 июля, по народным приметам было принято молиться Святому Зосиму. Его просили о благополучии, богатстве и семейной гармонии. И обязательно проводили особую практику, чтобы всегда водились деньги. И в народе этот день называли Зосим Пчельник. Почему? Связано это было с тем, что сегодня особо почитали пчел. И сегодня по народным приметам семья считалась достаточно важна. И если следовать древнему обычаю и провести определенные ритуалы, практики, то ваша семья никогда не будет в ссорах, в скандалах и всегда будут обходить несчастья и проблемы ваш дом и вашу семью. Как мы уже говорили, сегодня почитали пчел, и считается, что мед, который они сегодня собирают, он священный и лечит от любых болезней. Кроме Зосимы, в этот день нередко вспоминают и святого Иова. Этому праведнику принято было молиться об избавлении от несправедливой обиды и всяческих наговоров. Другие названия праздника 2 июля – Зосима, Иов, День пасечника. И в народном календаре несколько дней Зосимы, и все они тем или иным образом всегда были связаны именно с пчелами. В частности, на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Поэтому пчельники старались попусту не беспокоить пчел. Если же доводилось пройти мимо улья, нужно было произнести следующие слова: «Рой гуди, в поля лети, с поля домой возвращайся, медок неси». И пчелы всегда были любимы народом. Считалось, что пчела является Божьей угодницей, и это неудивительно. Пчелиный воск используется для изготовления церковных свечей. Существовала даже примета, согласно которой пчела жалила лишь тех, кто ведет греховный образ жизни или имеет на уме какие-то нехорошие мысли. Верили, что пчеловодами могут быть только лишь добрые и открытые люди. Потому 2 июля Зосиме Пчельнику поклонялись те, кто занимались получением меда. И не дай бог в этот день убить пчелу. Таким образом можно было накликать на себя тяжелую болезнь. В этот день, 2 июля, категорически запрещено было грустить, злиться, ссориться, кричать, иначе не избежать беды. Не стоит в этот день брать и давать в долг. В противном случае целый год будут преследовать проблемы с деньгами. Не забываем, что сейчас идет и Петров пост, поэтому нельзя есть пищу животного происхождения. А вот что нужно обязательно сделать 2 июля, так это входить в гости и приглашать в гости к себе. Так вы можете призвать удачи и благополучие на целый год.
А чтобы у вас всегда водились деньги, 2 июля на Зосима пчельника нарисуйте на бумаге пчелку. Как вы умеете это делать? Капните на нее немного меда, далее заверните этот листок и спрячьте в своем кошельке до следующего 2 июля, а через год со словами благодарности обязательно сожгите. А вот замужние женатые люди могли в этот день узнать, любят ли их супруги. Для того, чтобы совершить подобный ритуал, необходимо было взять грецкий орех и расколоть его пополам. Затем вынуть перегородки и вместо них вставить обручальное кольцо. После чего соединить скорлупки, перевязать их ниткой крест-накрест, и таким образом, чтобы кольцо не выпало, и прочитать специальные слова. Подкиньте орех в воздух и посмотрите, куда оно упадет. Если перед вами, то можете не сомневаться в верности и искренности любви своего суженого. Сзади, значит, он не испытывает к вам никаких чувств. Ну а если сбоку, вероятнее всего, вашим дорогам суждено разойтись. И 2 июля существовал обычай проводить ритуалы, обряды, заговаривая мед для разных целей. Как правило, использовали именно прошлогодний мед, чтобы излечить и защититься от всевозможных бед и проблем. И далее мы предлагаем с вами провести обряд на мир в вашей семье. Если в вашем доме часто возникают ссоры, скандалы, разногласия, то заварите свежий зеленый или черный чай в любое время и добавьте в него мед. 1 чайную ложку на стакан чая. Возможно, вы любите больше, тогда добавьте больше меда. И скажите следующие слова. Медок смягчит и пыл разгневавшегося, усмири его, убери обиду. Далее устройте семейное чаепитие. Также вы можете провести и ритуал следующий. Заговор – это силы на мед. Как мы все знаем, мед обладает энергетикой солнца. Именно поэтому вы можете просить дополнительные силы у меда. И что мы делаем? Возьмите мед и вынесите банку с медом на солнце. Откройте ее, поднесите к губам и скажите следующие слова. Как сладкий мед во рту приспевает, так моя сила ко мне прибывает. Рта на нее никто не раскроет, пройдет стороной. Только мне эта сладость душу греет, сердце утешает, тело лечит. Да будет так. И никому не рассказывайте о проведенном ритуале, так как вашу силу могут перехватить недоброжелатели. И закончив читать слова, закройте банку и уберите банку с медом на 3 дня в какое-то потаенное место, чтобы к ней никто не прикасался. И с 4-го дня этот мед нужно есть натощак по 1 чайной ложке.